Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу рецепт торта «Золотой ключик». Очень вкусный старый рецепт, который, мне кажется, пробовали все когда-то давно, в 80-х, 90-х. А если вы его не пробовали, то попробуйте его сегодня испечь вместе со мной. Торт совсем-совсем несложный и получится у всех. Ну что, мои дорогие, начнем? Сегодня мы начинаем приготовление с крема. Крем нужно будет сделать заранее, он должен будет остыть. Поэтому мы берем одно яйцо. Плиту пока что не включаем. Сюда же добавляю 120 грамм сахара, 200 грамм вареной сгущенки, это приблизительно полбанки, в банке у меня ровно 390 грамм, вторая половина нам понадобится потом. Все это нужно будет перемешать. Добавляю 30 грамм кукурузного крахмала. И нужно будет сейчас добавить молоко. Молоко будем брать или холодное, или тепленькое, но не горячее. 400 мл молока. Перемешиваем, включаем плиту на небольшой огонь, на небольшую мощность. И постоянно помешивая, нужно будет доварить крем до готовности. Крем загустеет очень быстро. Крем у нас получается вот такой карамельный. Как только крем загустеет, он уже готов. Пойдут вот такие крупные пузыри. Выключаем плиту. Переливаю крем в другую посуду и добавляю 100 грамм сливочного масла. Пока крем горячий, масло быстренько там растворяется. Помешиваем быстро, все это мешаем. Как только масло растворится полностью, крем уже готов. Вот такого золотистого карамельного цвета получается крем. Этот крем очень вкусный, мои дорогие. Закрываем его пленочкой. И нужно будет дать остыть крему. Пока остывает крем, займемся тестом. Для теста сегодня нам нужно будет взять арахис. Его нужно будет или промолоть в блендере, или пропустить через мясорубку. 130 грамм. Здесь у меня арахиса. Можете взять, кто не любит, можете взять грецкие орехи, можете взять миндаль или же фундук. Кто что любит. Все это быстренько перемалываем в блендере. 130 грамм. 40 грамм у нас пойдет на украшение, а 90 грамм пойдет в тесто. Не мелкий и не крупный у нас получился, видите? Для теста берем 150 грамм сливочного масла, мягкое, комнатной температуры. Сюда же добавляем 100 грамм сахара, щепоточка соли. И все это быстренько взбиваем миксером. Можно весь торт сделать и без миксера, конечно. Все это можно перемешать лопаточкой. Добавляю 3 яйца. Яйца у меня весом приблизительно по 50 грамм. Каждое яйцо. Добавляю оставшуюся сгущенку. Еще раз все это перемешиваю. Собираем все масло с боков посуды. Добавляю чайную ложку соды. Гашу ее уксусом. Можно лимонным соком. Уксус у меня 6%. И добавляю ванилин. Добавляю 90 грамм ореха. Арахиса. И сейчас мы будем добавлять муку. Здесь у меня 400 грамм уже просеянной муки. Добавляю муку двумя частями.
Духовку нужно будет включить, чтобы она у нас разогрелась хорошенько на 180 градусов. Добавляю остаток муки. Тесто получается такое у нас жирненькое, с ним очень легко будет работать. Не крутое. Все мешаю лопаткой, рукой даже не нужно будет замешивать это тесто. Делю приблизительно на 4 части. Каждый кусочек получится где-то приблизительно 250-260 грамм. Форма 24 сантиметра в диаметре. Застелила на дно пергаментную бумагу. Беру аккуратненько один кусочек лопаточкой. Тесто хоть и не крутое, но с ним очень легко работать. Оно к рукам не липнет за счет того, что и арахис выпустил свое масло, и масло мы добавили в тесто. Оно абсолютно к рукам не липнет. Распределила равномерно по форме, по донышку. Выпекала приблизительно 15 минут. Как только поменяет цвет, станет вот такой румяненький у нас корж, вынимаем из духовки, переворачиваем и оставляем, чтобы он остыл. Точно таким же образом нужно будет испечь и остальные коржи. Тесто сколько будет лежать, оно столько становится более крепче. Все коржи я уже выпекла. Их не нужно будет остывать, как только не нужно будет их оставлять на ночь. Как только крем остыл, можно будет собирать торт. Снимаю пленочку. Немножко венчиком, вот таким образом, венчиком нужно будет разбить крем. Можно миксером. И начинаю собирать. Переворачиваем каждый корж донышком кверху. Приблизительно 1/4 часть крема. Как я вам уже говорила в других видео, если вам тяжело распределить равномерно крем на каждый корж, положите все 4 коржа на стол и распределите столовой ложкой крем, чтобы везде у вас было одинаковое количество крема. Это самый легкий способ, конечно, без весов. Каждый корж переворачиваем, смазываем кремом. И вот сейчас уже последний корж. Торт, конечно, нужно будет оставить, чтобы он хорошенько пропитался. Желательно всю ночь. Я оставляю приблизительно где-то 3-4 часа вначале на столе, а потом кладу в холодильник. Здесь где-то приблизительно у меня несколько штучек арахиса. Я им украшаю сегодня торт. А серединку и бока уже пропущенным через мясорубку или блендере. Очень легкое оформление этого торта. И точно таким же образом все бока. Оставляю торт пропитаться. А утром будем пробовать. Режем торт. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Торт очень хорошо пропитался. Буквально тает во рту. Всем любителям арахиса посвящается. И вообще всем, кто любит ореховые торты. Необыкновенно нежные, вкусные, карамельные. Бесподобно получилось, мои дорогие. Попробуйте приготовить. Напишите, кто вообще пробовал арахис, кто предпочитает его другим орехам. Попробуйте, напишите. Будет очень интересно прочитать все ваши мнения.
Ну что, мои дорогие, всем приятного аппетита, приятного чаепития. Заходите ко мне на канал, готовьте со мной и будем дружить. Всех люблю. Пока-пока, мои дорогие.